полностью водонепроницаемый корпус с защитой IPX7, время автономной работы до 18 часов на одном заряде, поддержка технологии PatiCast версии 2.0 для соединения более 100 подобных колонок, или тех, которые поддерживают эту технологию. Качественное звучание, стерео, разумеется, мощность до 80 Вт, подсветка с 7 режимами, поддержка фирменного приложения, технологии Bass Up, и, как вы уже поняли, данные характеристики я, как и вы, прочел в рекламе колонки под названием Anker Soundcore Rave 2. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется данная колонка, как и все подобное, в коробке из плотного картона. Упаковка в стиле Soundcore. Выглядит, по мне, она красочно и информативно. На упаковке есть, разумеется, краткие характеристики, название и изображение. В комплекте у нас сама колонка, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, а также краткое руководство. AUX кабеля в комплекте нет, что странно, за такие деньги могли бы и положить. Вес данной колонки аж 3 килограмма 690 граммов, а габариты 218 мм на 218 на 350 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi-бендов 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Иногда раз в 2 месяца разыгрываю сразу 10. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, там много всего полезного, тем более на Али сейчас еще и распродажа идет, и веселых девайсов по выгодным ценам очень много. Всем, кто подпишется на канал, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Перейдем к обзору. Приобрести Anker Soundcore Rave Neo 2 можно в единственной черной расцветке, что стандартно для данного производителя и подобных колонок. В плане дизайна не скажу, что данная модель мне нравится больше, чем прошлая Rave Neo, но отмечу, что интересно выглядит синяя полоса с тыльной частью. Мелочь, но все же приятно. Качество материалов такое же, как в прошлой модели, и такое же, как у Rave Pati 2. Корпус выполнен из прочного матового пластика и металлической сетки с лицевой части. Собрана колонка хорошо, зазоров я не обнаружил. На корпусе расположили несколько надписей Soundcore, логотипы компании, краткую информацию, 4 антискользящие ножки и ручку для того, чтобы было удобнее переносить колонку. На внутренней части ручки, к слову, также есть синяя вставка. Ручка качественная, на морозе не каменеет и в целом в использовании удобная. Далее на корпусе расположили заглушку, за которой находится AUX разъем, Type-C разъем для зарядки колонки, USB-A порт 5 вольт 2,1 ампера для подключения флеш-накопителя или зарядки девайсов. Поддерживается MP3 формат для аудио и воспроизведения на флешке. Если использовать колонку по AUX кабелю, то управление происходит с подключенного смартфона, а не с колонки. Заглушку не закрыть, если вставлена флешка, даже если флешка будет миниатюрная. Далее, для управления с верхней части расположили прорезиненную область с механическими кнопками и LED-индикатором состояния аккумулятора. Основные кнопки, такие как кнопка включения-выключения, кнопка play-пауза, обозначены углублением, а две кнопки регулировки громкости слегка выступают из панели управления. Ко всему, кнопки имеют подсветку. Из команд на борту также сброс до заводских настроек, переключение треков, включение режима Bass Up для усиления низких частот, вход в режим сопряжения, переключение между режимами подсветки и отключение ее, активация режима PatiCast версии 2.0 для соединения с дополнительными колонками и активация режима True Wireless Stereo. На нажатие колонка откликается неплохо, но бывает, что команды не срабатывают или срабатывают не сразу. Переназначить команды нельзя, что стандартно для подобного типа устройства. Есть голосовые подсказки, которые сопровождаются системными звуками, их можно отключить в приложении. Режимов подсветки доступно 7 видов, отключить ее, как я уже говорил, тоже можно, что хорошо. В приложении для каждого режима есть свои предустановки, выглядит подсветка интересно и светит достаточно ярко. Летим дальше. Оснащена Anker Soundcore Rave 2 тремя динамиками. Заряд аккумулятора в шторке на смартфоне отображается, мультипоинт есть до 2 устройств, что удобно. Колонка автоматически подключается после включения с ранее сопряженным устройством. Емкость аккумулятора 4900 мАч. Полный цикл зарядки занимает 5 часов в среднем. По заявлению производителя колонка прослужит до 18 часов. Мне 100% заряда хватает на 5 дней, но я прослушивал колонку в основном на громкости 60-70% по несколько часов в день. Во время подзарядки использовать ее можно, но не советую. Опять же, кто верит, что аккумулятор от этого не страдает, хорошо, верьте. Зарядки минуя аккумулятор, разумеется, здесь как в игровых смартфонах нет. Автовыключение на борту и данную функцию можно настроить в приложении от 5 минут до 60 минут. Далее, колонка имеет стандарт защиты от влаги IPX7. Конечно же, я протестировал ее на водонепроницаемость, с колонкой ничего не произошло, звучание не ухудшилось и под заглушку вода не попала, что безумно радует. Подключить Rave Neo 2 можно к приложению Soundcore, оно доступно на русском языке, на стартовой странице с подключенной колонкой мы имеем заряд, но не в процентах, за что минус. Далее иконка play-пауза, ползунок регулировки громкости, кнопка включения-выключения, настройка подсветки, эквалайзеры и включение-выключение технологии Bass Up и PatiCast. Предустановок звучания на борту достаточно,
достаточно, плюс есть кастомный эквалайзер, на который колонка откликается неплохо. Но, к примеру, колонка Rave Party 2 была более гибкая в этом плане. Обновить прошивку можно, и мне обновление уже прилетало, но изменений в работе устройства я не обнаружил. Отмечу, что в приложении есть функция белого шума с несколькими предустановками, но можно создать и свой белый шум, используя различные звуки, которые есть в приложении. А для развлечения производитель добавил в приложение такие игры, как «Категория», «Бутылочка» и «Правда или действие». Ко всему есть Light DJ, что по большей части бесполезная функция, но для того, чтобы скоротать время, вполне пойдет. Далее, Bluetooth версии 5.3, из кодеков есть SBC. К яблочным девайсам, компьютерам, ноутбукам и тому подобному колонка подключается без проблем. Связь со смартфоном колонка держит хорошо, но в квартире лично у меня связь пропадала через одну стену и длинный коридор. Но связь полностью не обрывалась. Задержка при просмотре видео на YouTube или просмотре фильмов приемлемая, что не скажешь про задержку в играх. Она неприемлемая. Примеры вы сейчас увидите на экране и услышите. Звучание. Anker Soundcore Rave Neo 2 по звуку однозначно не лучший выбор, так как на минимальной громкости или с выключенной музыкой колонка издает шум, его слышно на расстоянии метра. Конечно, если вы постоянно слушаете музыку на громкости выше 50%, то в целом это не проблема. Но тут появляется другая проблема. Низкие частоты, а точнее бас, постоянно скачет по мощности. То он слишком бубнит, то его мало. Данная особенность не во всех экземплярах, но имейте в виду, что она присутствует. Возможно, с прошивками допилят эту проблему, но пока что только так. Звучание в общей картине очень даже неплохое, но, честно говоря, от Анкера я ожидал слегка большего, в разы большего. Середина имеет хорошую проработку, а высокие звучат приятно, но выразительности им слегка не хватает. Для дачи или для посиделок в небольшой компании на природе данного звучания и громкости достаточно. Примеры звучания я вставлю, но напоминаю вам, что звук, который вы слышите у себя на устройствах, далек от настоящего звучания этой или иной другой колонки, так как на это влияет много факторов. Один из них то, что вы слышите звук, который производит ваши динамики смартфона, ноутбука, телевизора или еще чего-либо. Минусы: нет микрофона, заметный шум на минимальной громкости, также к минусам отнесу проблемы со звуком. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Резюмирую: беспроводная колонка Anker Soundcore Rave 2 Neo по всем моментам, кроме звучания, на данной прошивке хороша. Поэтому от меня девайсу однозначно нет, потому что вы покупаете колонку из-за звука. Хотя если супер дешево, может быть, наверное, и да. Еще раз огромное спасибо за просмотр, ставьте лайк за труды, добра и удачи вам, дорогие друзья.